Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Только вчера в команде Никиты Михалкова и среди сторонников антикоррупционного комитета был великий праздник. Нашли живыми членов организации известных артистов Ирину Муравьеву и певца Михаила Муромова, которые пострадали в результате аварии на вертолете. Однако, увы, сегодняшний день вновь был омрачен трагедией в антикоррупционном комитете. На этот раз несчастье произошло среди руководства организации. По данным пресс-службы, сегодня утром руководство антикоррупционного комитета в лице известного актера Александра Домогарова и министра обороны Российской Федерации Андрея Ремовича Белоусова направились в оздоровительный плавательный бассейн. Вместе с ними находились супруга Андрея Ремовича, телеведущий Николай Дроздов и начальник охраны Олег Тюбиков. У Андрея Ремовича Белоусова еще с молодости занятия спортом осталась тяжелая травма спины. В связи с этим он на регулярной основе посещает плавательный бассейн, а другие члены организации подобным способом стараются поддержать хорошую физическую форму. Однако на этот раз оздоровительное купание в плавательном бассейне под названием «Атлант» закончилось трагедией и летальным исходом. Андрей Ремович Белоусов, несмотря на свой высокий статус и руководящую должность, посещает самый обычный плавательный бассейн и абсолютно доступен в общении с другими людьми. Но на этот раз все закончилось трагически. По данным прессы и следствия, сегодня в 9 утра по местному времени руководство антикоррупционного комитета прибыло в плавательный бассейн и начало оздоровительное купание. На соседних плавательных дорожках тренировались спортсмены-пловцы, и несколько водолазов отрабатывали погружение под воду, поэтому ничего подозрительного замечено не было. Однако в тот момент, когда сотрудники антикоррупционного комитета начали оздоровительные заплывы, два водолаза, которые находились под водой на соседних дорожках, двинулись на перерез сотрудникам антикоррупционного комитета. Начальник охраны министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, бывший спортсмен, пловец и мастер спорта по боксу, 35-летний Олег Тюбиков на данный момент не находился в бассейне, однако, заметив опасность, незамедлительно ринулся на помощь. К сожалению, Олег Тюбиков немного запоздал, и неизвестные водолазы, которые позже были задержаны, успели совершить нападение. К сожалению, в результате неожиданного нападения тяжелейшее ранение получил первый заместитель антикоррупционного комитета, известный актер Александр Юрьевич Домогаров. Увы, погибла супруга министра обороны Российской Федерации Лариса Белоусова. К сожалению, трагически ушел из жизни и начальник охраны Олег Тюбиков, который в буквальном смысле своим телом закрыл Андрея Ремовича Белоусова. Преступников-водолазов смогли помочь задержать пловцы спортивной секции. Незамедлительно были вызваны органы полиции и представители Следственного комитета. По данным следствия, преступники совершили свое нападение с помощью водонепроницаемого огнестрельного оружия. Как сообщают представители Следственного комитета во главе с товарищем Бастрыкиным, сам министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов тяжелых ранений не получил. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. К сожалению, печальная новость о сотрудниках антикоррупционного комитета. Сегодня утром срочно в институт Склифосовского для срочной операции была доставлена член комитета, известная российская и советская певица Ирина Александровна Аллегрова. К слову сказать, что Ирина Аллегрова серьезно пострадала несколько дней назад в результате чрезвычайного происшествия на музыкальном концерте. Состояние Ирины Александровны на данный момент диагностируется как критическое.
Сотрудники антикоррупционного комитета и Следственный комитет во главе с товарищем Бастрыкиным начали полное расследование трагической ситуации с вертолетом медслужбы в районе Чимбарского ущелья в Алтайском крае. Несмотря на то, что все члены антикоррупционного комитета, известные артисты, хоть и получили тяжелые ранения, остались живы, товарищ Бастрыкин заявил, что главные заказчики преступления обязательно должны понести наказание. Некоторые из них уже были наказаны, а других придется разыскать. Вчера вечером Верховный Главнокомандующий Российской Федерации подписал важный указ о награждении высокими правительственными наградами всех членов антикоррупционного комитета, которые находились в вертолете. А это Руслан Байсаров, Дени Байсаров, актер Юрий Назаров, актриса Ирина Муравьева и певец Михаил Муромов. Помимо этого, высокими правительственными наградами посмертно будет награжден экипаж вертолета. Генерал армии Иван Попов, который на данный момент благодаря работе антикоррупционного комитета Никиты Михалкова из следственного изолятора был переведен под домашний арест, выразил желание отправиться в Курскую область, чтобы помочь своим товарищам и отстоять интересы Родины. На данный момент просьба Ивана Ивановича находится на рассмотрении. Верховный Главнокомандующий Российской Федерации потребовал освободить из-под стражи бывшего министра обороны Сергея Шойгу. В трактовке к освобождению значится следующая причина. Цитата. «При аресте Сергея Шойгу произошла ошибка. Этот человек может быть полезен на руководящих постах и государственных должностях», значится в заявлении Верховного Главнокомандующего. Однако глава антикоррупционного комитета Никита Михалков не согласен с требованием Верховного Главнокомандующего Российской Федерации. Никита Сергеевич считает, что Сергей Шойгу должен сполна ответить за свои ошибки и преступные деяния, которые привели к большим жертвам. К слову сказать, что антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым несколько месяцев разрабатывал арест Сергея Шойгу, и бывший министр обороны Российской Федерации, включая всю его семью, был задержан. Сергей Шойгу обвинялся в получении крупных денежных взяток, ведении незаконного коммерческого бизнеса на территории России и ближнего зарубежья и поставке некачественного оборудования в зону спецоперации. Однако Верховный Главнокомандующий решил иначе. На данный момент в тяжелом состоянии здоровья находятся несколько членов антикоррупционного комитета, известных артистов, которые потерпели аварию на вертолете. Это Руслан Байсаров, Дени Байсаров, актер Юрий Назаров, актриса Ирина Муравьева и певец Михаил Муромов. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.